Производство Тельма Фильм и Мон Вуазан Продуксьон совместно с Франс Телевизион и Б-Фильм РТБФ. При участии РТС Радио, Телевизион, Сюис. Ну как? Вы не устали, мадам Денис? Поспешим. У нас еще 2. Флёр Бонавентюра, Ксавье Рабик, Филипп Резимон, Сами Сегир, Артюр Шуасне. Автор сценария Жереми Маркю и Габриэль Аньон. Композитор Арман Амар. Продюсеры Кристин Газлан, Доминик Бесняр. Опасно держать при себе столько наличности. Кто здесь хозяин? Вы, конечно. Но лучше дематериализовать финансовые потоки. Пожалуй, лучше я дематериализую вас. Вы сводите меня с ума банковскими переводами и криптовалютами. Сегодня все стало виртуальным. А вот это реальность. И так было всегда. И все получалось. Благодарю. Убийство в Нормандии. Давай поспешим. Подожди. А то испачкаешься. Вот так. Извините, мадам. Капитан, опять опоздали. Ставлю вам на вид. Это из-за стройки. Здесь не припаркуешься. Я напишу в мэрию. Ну все, пока. Давай. Забыл твое кимоно. Не волнуйся, пап, я взял его. Молодец. До вечера, да? До свидания. Извините. Всего доброго. Да? Нет, отвез его минут 15 назад. Я на работе, в чем дело? Он позвонит тебе вечером, и ты все проверишь. Идет? Как ты? Постой, я просто спросил, все ли в порядке. Не надо. Ладно, я тоже спешу, ясно? Ну и все. Это ты мне, между прочим, звонишь. Да, извини. Господин комиссар? Извините. Я бы остался здесь, но у меня встреча с префектом. Ясно. Труп на лестнице нехорошо. Скорее всего, несчастный случай. Быстро управитесь. Что здесь делает Карески? Она ведь должна быть в Руане. Ее должность освободится лишь в следующем месяце. Руководство хочет, чтобы пока она была здесь. Да ладно, все хорошо. Что ж, ладно. Клеман, привет. Привет. Все такой же. Не изменился. Друзья, я, конечно, понимаю. Не хочу вам мешать, но у нас тут труп. Жертве лет 65. Несколько переломов, вероятно, в результате падения. Несчастный случай? Убийца хотел, чтобы так казалось.
столкнул тело с лестницы. Но чем тогда объяснить вот это? Его чем-то ударили. Пока не знаю чем. Но, похоже, это его и убило. Согласен. Карим. Что в кемпинге? Он закрыт в межсезонье. Но есть господин, который был на пляже той ночью. Здравствуйте. Вы были здесь так поздно? Да, был в казино до самого закрытия. А потом не мог уснуть и пошел гулять с собакой. Ясно. Вы видели, как он упал? Слышали крик? Нет, так я его и нашел. Это все? Нет, я слышал странный звук. Что за звук? Как колокольчик. Звон колокольчика. Оттуда. Может, там ничего такого, но сходи, проверь, ладно? Сегодня дважды туда поднимался. Бог Троицу любит. Спасибо. Странно, но кажется, я его знаю. Да? И кто он? Не знаю, но знаю, где его видел. Ладно. Казино де Кабур. Un amour fou, tu vois, toutes ces années, je crois qu'on a bien fait, tu vois, aucun Ставьте на 7. Это мое счастливое число. Ставок больше нет. Все на 7. «29 черная. Победителя нет. Что ж, нельзя побеждать всегда. Лоран. Мужчина в белом пиджаке жульничает и считает карты. Удалите. Мсье, попрошу со мной. Но в чем дело? На выход. Шагай, шагай. Климан. Ты. Добрый вечер, Денис. Я так скучала. Как это возможно? Так долго не виделись. Ты знаешь, почему. Знаешь. Ты порвал с отцом, и я не хочу в это вмешиваться. Но я не вижу ни тебя, ни внука. А я ведь и по нему скучаю. Знаю, но не хочу, чтобы тебе пришлось выбирать между отцом и мной. Это непросто. Но если так, тогда зачем ты здесь? Хотел спросить. Узнаешь его? Он ведь работал здесь, да? Он мертв? Поэтому я и здесь. Тебе он знаком? Узнала бы его? Возможно, не знаю. Представь, сколько персонала здесь сменилось за 50 лет. Знаю. Я посмотрю, выясню. Хорошо. Не помешал? А вот и твой отец. Идем в бар, выпьем за мое здоровье. Не могу. Совсем нет времени. Да. Ну, раз уж ты здесь... Знаю, трудно, но у тебя нет выбора. Нет ничего лучше шампанского, чтобы расслабиться. Спасибо. Спасибо.
Хорошо. Решил вернуться. Понял, наконец, что воссоединение с семьей может оказаться полезным. Знаешь что? Казино ищет нового начальника службы безопасности. Коп подойдет сюда как нельзя лучше. Да обними же, наконец, своего сына. Что стоишь? Он исчез на 5 лет, а мы должны ему кланяться? Не сходи с ума, мама. Если ты предпочитаешь отказаться от этого и вернуться к своей паршивой жизни, давай, сынок, продолжай опускаться. А пока твой сводный брат взялся за дело и отлично справляется. Рад за него. Вот и прекрасно. Что ж, возвращаюсь к своей паршивой жизни. И это ты говоришь о паршивой жизни? Просто забавно. Ты в зеркало давно смотрелся? Ладно. Пойду. Я не схожу с ума, сынок. Не смей так говорить со мной. Никогда. Кем ты себя возомнил? Ведь все это создано мной. Ты склонен забываться. Хочу сделать ставки. Весь вечер впереди. Сперва давайте в бар. Я сейчас. Виделся с папой? С чего ты взял? Догадался. По лицу. Пойдем выпьем чего-нибудь. Рад тебя видеть. А твои друзья? Даже имен их не знаю. Садись. Будешь? Нет, спасибо. Зря. Как дела? Отлично. Вынужден заняться управлением, так что, как видишь... Да, он сказал. И он доволен. Правда? Ну да. А он сказал, что я должен делать ставки для них с Денис? Конечно, нет. Ладно, они стареют. Бог с ними. Как твоя мама? Как обычно. Ты ее знаешь. Бридж, конный клуб, званые ужины и вечера. Сделай одолжение. Выпей со мной. Нет, нет. Брось. Мне завтра рано вставать я не буду. Ну, тогда иди, если рано вставать. Созвонимся. Да, конечно. Анна звонила. Ищет жилье. Она вернулась. Ты в курсе? Да. Мы работаем вместе. Ах. Ну, конечно. Привет. Привет. Ну как? Что нового? 37 пропавших без вести в этом году. О твоем покойнике ничего. Вот черт. Прошлый месяц смотрел? Да. 4 парня, 2 девушки. Твоего нет. Дай-ка посмотреть. Назад. Нет. Нет. Постой, назад. Это он. Надо запросить у семьи свежие фото. Как мы должны были его узнать? Серьезно? Не похож? Купи кое-что. Что? Очки, Карим. Да, Климан, мы его нашли. Его зовут Фили Призо. Я пришлю тебе адрес. Капитан, лейтенант Корецкий здесь? Да, наверху. Спасибо. Карим, где Анна? На кухне. Ясно, спасибо. Поговорим? Привет.
Выйдем. Во что ты играешь? Я делаю свою работу. Что-то не так? Я не о том. О чем? О моем брате. Ты обращалась к нему? Ну да, и что? Если хочешь, чтобы я ревновал, не сработает. Все в прошлом. Ну что ж, тем лучше. Я всего лишь хочу найти себе жилье. Не спать же на улице. А отель? Издеваешься? Почему? С моей зарплатой копа? Вас повысили? Меня нет. Так что ваши отели мне не по карману. Это все? Да. Карим, насчет колокольчика. Нашел что-нибудь? Ничего. А что у нас с этим Ризо? Был шеф-поваром 3 года на пенсии. Взлома нет. Ничего не украли. Ясно. Неплохо жил шеф-повар. Шикарный ресторан? Да нет, ничего особенного. Нет. Какого черта ты здесь? У нас ведь встреча, да? Подожди, я сейчас. Адресом не ошибся? Это здесь. Здесь? Правда? Да, это здание принадлежит семье. Денис выкупила после войны. Оно уродливое, но вид неплох. Тогда недорого стоило. Да. И сколько стоит теперь? Теперь не сравнить. Вот. Прошу. Гийом, я просила небольшую студию. Я не могу себе это позволить. О чем ты? Тебе не нужно платить. Иногда я сдаю ее в аренду друзьям-коллекционерам, игрокам. Видишь, казино через дорогу. Ну да. Вот. И никого. Меня это беспокоит. Так что обживайся, окажешь мне услугу. Ну, разве что так. Ну и все. Как для тебя все просто. Что? У большинства нет ничего, а у таких, как ты, все. За это ведь приходится платить, да? Нет? Я могу сварить себе кофе? Конечно, прошу. Чувствую себя как дома. Будешь? Нет, выпью виски. А, вот. Нет. У меня есть то, что нужно. Боеприпасы при себе, как говорится. Да. Вижу. Знаешь, я знаком с богатеями, но вряд ли они считают, что есть обратная сторона медали. Да? Впрочем, не знаю. Ведь, глядя со стороны, то же самое можно сказать и о нас. И что же? Приходится платить высокую цену. Смотри, мать Климана ушла, бросив все и всех, даже родного сына. А потом пришла моя мама. Знаешь, местные называют мою маму кобылкой. Сравнивают с матерью Климана, которая была такой красивой, чудесной, веселой, просто идеальной. Почему ты остаешься, Гийом? Уходи. Спасайся. Ты как мой брат. Деньги тебя не волнуют. Но это хорошо. Повезло. Повезло, что нет денег. Так и есть, поверь. Девушки, с которыми я встречаюсь, неприлично богатые и хотят замуж за парней, которые еще богаче. Все так похожи. После твоего отъезда я 100 раз мог жениться. А вот ты другая. Мой брат сглупил. Мне пора идти. Пока. Постой-ка. Держи. Код 1934. Год рождения Брижит Бардо. Очень просто. Возвращаешься пьяная
Гуглишь на телефоне Бордо и все. Уверен? Пока. Потеряться — это тяжело. Вы давно его знали? Он работал у нас в казино. Но это было лет 30 назад. Не стану лгать, я не помню всех своих сотрудников. Но его — да. Тогда вы, должно быть, знали его лучше, чем я. Мы нашли друг друга недавно. Я росла без него. Он ушел от мамы, когда мне было 5. И, похоже, много путешествовал. Бедняжка. Он не был образцовым отцом, но когда вернулся, наверстывал упущенное. Он к вам вернулся? Да, Меня вспоминал? конечно. Мадам Руаян, казино, великая эпоха. Денис, ты... Я не была уверена. Когда ты показал фото в казино, я не сразу узнала Филиппа. Филиппа? Ты называешь его по имени? Что ты так нервничаешь? Все в порядке? Я не нервничаю, но сейчас речь не обо мне. Я лишь хотела сказать доброе слово его близким. Денис, Он был очень хорошим сотрудником. Разве нельзя выразить сочувствие скорбящим людям? да, конечно, но ты не имеешь права вмешиваться в расследование. Разницу видишь? Нет? Кто виноват, что вы нерасторопны? До свидания, Изабель. До свидания, мадам Руаян. Последнее время вы не замечали ничего странного? Нет. Но вообще-то, казалось, он приводит в порядок свою жизнь. Так и оказалось, он связался со мной после 30 лет отсутствия. Да? Не показалось странным, что он так внезапно появился? Да. Но кто не ошибается? И он так сблизился с моей дочкой. Наверстывал упущенное. Не знаете, он чего-то опасался? Нет. Но он жил в очень красивом месте. Он был богат? Что вы хотите сказать? Ничего, просто думаю, что его квартира могла стоить целое состояние. Он сказал, что купил квартиру, когда работал в казино. Затем квартиры этажом ниже и соседние, и привел их в порядок. Он все делал сам? Да? А что? Потому что это больше похоже на работу архитектора. Где вы были той ночью? Вы серьезно? Вы думаете, я могла его убить? Я только обрела отца, моя жизнь наконец изменилась. Вы что? Осторожней с обменом эмоциями. Какой еще обмен? Избавь меня от этой популярной психологии. Прости, но у вас с Изабель Ризо похожая семейная история. Ну да, только моя мать так и не объявилась, ясно? Но ты права. Если она вернется через 35 лет после того, как меня бросила, мне захочется ее убить. Довольно? Услышала то, что хотела? Я не хотела причинять тебе боль. Просто нахожу некоторое сходство. Погоди. Не меняй тему. Нет. Свидетель упомянул о звуке колокольчика. Ну вот, вечно ты так. Да послушай ты. Да. Извините, можно на пару слов? Не сейчас. Подождите, пара вопросов. Братство?
Да, благотворительное братство. В этом районе их несколько. Оно не так знаменито, как Сидр или Андуят, но это не менее древняя традиция нашей прекрасной Нормандии. Да? И чем вы занимаетесь? Заботимся об умерших на дому сразу после их смерти. Необходимый уход, положение в гроб. Все, вплоть до похорон. И похоронная процессия. Точно. Он вам знаком? Да, это Филипп Ризо. Обычно он звонит в колокольчик в начале процессии. Он тоже член братства. Даже один из старших братьев. Сегодня мне пришлось его заменить. Впервые такое. А почему вы спрашиваете? Что с Филиппом? Он убит. Что? Анна! Анна, сюда! Да. Привет. Привет. Гуляешь? Все закрыто. И здесь то же самое. Не везет. Да, сейчас не сезон. Ни души. Да. До Виль не так уж далеко. Не в твоем вкусе? В чем тебе не везет? Не только убийцы возвращаются на место преступления. Я тоже. В смысле, как полицейский. Пытаюсь понять, не упустили ли мы что-то. Вы что-то нашли? Нет, ничего. Садись. Позавтракай со мной. Хорошо. Юбер, прибор. Прошу, мадам. Спасибо. Как тебе квартира? Не могу пожаловаться. Отлично. Но скоро поступит запрос на мой перевод, и я уеду. Значит, это мне не повезло. Здесь все так же красиво. Что? Ничего. Поужинаем вместе. Вся терраса только для нас. Вся терраса? Да. Когда знаешь владельца, грех не воспользоваться. Нет, я знакома с внуком владелицы. Нет, это не одно и то же. Не помешал? Нет. Не присядешь? Нет, нет, спасибо. Что-нибудь есть? Нет. Нет. Идем? Алекс нас ждет. Да? Ну, пока. Забавно с этим братством. Ты считаешь это забавным? Нет, хотел сказать интересно. У братьев есть предмет, который мог быть орудием убийства. И какой? Смотрите, какой декор. Алекс, не тяни. Да, сейчас. Смотрите, что он держит в руке. Это факел. В чашу наливают горючую жидкость и поджигают. На самом деле, как обычный фонарик. Ладно, ладно, и что? Видите знаки на этой чаше? Очень похоже на то, что отпечаталось на голове жертвы. Хотя отпечаток нечеткий, но похоже. Добавить еще след от ожога. Все указывает на братство.
Надо же. Бросил курить? Нет, но я делаю перерывы. Сейчас перерыв на леденцы. Посмотри мне за спину. Она здесь уже с полчаса. Ждет Климана. Вы снова здесь. Я тоже рада вас видеть, мадам Руаян. Климану прокурора, может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь? Передайте ему, что, беседуя с Изабель Ризо, я узнала, что ее отец помогал ей финансово. Благодаря наследству, которое получил когда-то давно. Ладно. И что? Тогда у Филиппа Ризо не было семьи. Он рассказал мне свою историю, он был сиротой. Очевидно, солгал своей дочери о том, откуда у него деньги. Ясно. Большое спасибо. Но я не понимаю, почему вы так активно участвуете в этом деле. Ведь вы так заняты. Этот человек работал на меня, трагически погиб, семья в отчаянии. Я предложила им помощь. В разговоре узнала то, что может пригодиться моему внуку. Это же нормально? Не вполне. Вы не из полиции. Климан вам уже говорил, вам не следует вмешиваться в это дело. Я делаю, что хочу, мадемуазель. Здесь мой дом. Черт, напугала. Расслабься. Как смешно. Знаешь, что самое смешное? Одна пожилая дама продолжает играть в детектива, хотя ее внук, кстати, полицейский, ей это запретил. Ты, Адонис, что опять? Со мной разговаривать не захотела. Она соизволила рассказать мне, что Изабель Ризо призналась, будто ее отец помогал ей финансово. Когда-то он получил большое наследство, отсюда и прекрасная квартира. Так. Но, по словам твоей бабушки, это невозможно, потому что у Филиппа Ризо не было семьи. Он сирота. Так что он солгал дочери насчет денег. Проверь это. Уже сделано. Взял его личное дело, оказалось, родители неизвестны. Его не усыновили, жил в приемной семье до 18 лет. Ясно. А что с алиби его дочери? Опять я молодец. Говори. Изабель Ризо была в кино. Зафиксировали камеры. Меня смущает то, что твоя бабушка в это вмешивается уже второй раз. И если бы вы не были так близки, тебя бы это тоже насторожило. Она такая. Денис вмешивается, даже когда ее это не касается. Не обращай внимания. Месье Руаян, здесь все, что вам нужно. Идемте. Спасибо. Братство милосердия восходит к XI веку. Они процветали во время эпидемии чумы. Трупы умерших лежали по всему городу. Никто не осмеливался приблизиться к ним и устроить достойное погребение. И тогда группа людей бросила вызов опасности. Они взяли на себя смелость хранить их на свой страх и риск. Похороны происходили ночью при свете факелов. Да это хуже тюрьмы. Вот зачем эти факелы. Конечно, сегодня они бесполезны, но братства хранят их как символ в память о тех ужасных временах. Извините, а это кто? Это звонарь. Он звонит в колокольчик, предупреждая о приближении процессии. Как вы понимаете, во время чумы ее лучше было избегать. Чумы больше нет, а традиции есть. Климан, хочешь кофе выпить? Опять? Ты недавно пила. Ладно, ну давай присядем. Но нет, не может быть. Ты что, считаешь это нормальным? Нет, я не считаю это нормальным. Не знаю, что она там делает. Но что тебя беспокоит? Думаешь, она столкнула Ризо с лестницы? Ничего я не думаю. Но я все подвергаю сомнению, не поддаваясь чувствам. Да, это я помню. Ты не поддаешься чувствам. Правда. Конечно. Нет. Тогда разберись с этим по-семейному. Договорились? Нет, но... Что, приехала поговорить о расследовании? Да. Скажи мне спасибо. Я заехала к дочке Ризо, привезла фруктовое пюре. Она его обожает. Лоран, вы не могли бы отвезти мадам домой? Спасибо.
Тогда не узнаешь о ссоре, которая случилась у Филиппа Ризо с каким-то мужчиной за неделю до его смерти. Ладно, перейдем к фактам. Когда мы с тобой там встретились, дочки Изабель не было. На этот раз она была там. Чудесный ребенок. Постой. Ты допросила эту девчонку? Допрашивать нет. Но я имею право с ней поговорить. Ризо присматривал за ней за неделю до смерти. Она стала свидетельницей драки между ним и другим мужчиной. Очень испугалась и спряталась за дверью. Она слышала, о чем они говорили? Тут уже непонятно. Братство, воровство, репутация. Она не смогла мне сказать. Во всяком случае, тот месье кричал на ее деда и был очень зол. Видишь месье, который ссорился с дедушкой? Да, Можешь показать? Номер 3? да. Клянусь, я его не убивал. Свидетель видел, как вы ссорились с Ризо. Спустя неделю он умер. Знаете, что вам грозит? 30 лет за убийство и пожизненное, если оно преднамеренное. Говорите, почему вы его убили? Зачем? Или вы кого-то защищаете? Кого? Братство. Я защищаю репутацию братства и больше ничего. Я никого не убивал. А Филипп был болен. У него был рак 4-й степени. Об этом знал только я. Вот почему он привел в порядок дела и восстановил отношения с дочерью. Я предложил ему это сделать. Ясно. Но к чему тогда ссора? Потому что он предал меня. Предал братство. Во время поминок была совершена кража драгоценностей. Семья погибшего обвинила Филиппа и еще одного брата. В краже? Да. Члены братства приходят в жизнь других людей в момент их великой скорби. И потому, что семьи эти уязвимы, наши братья проходят тщательный отбор. Я был очень зол. Пошел к нему, поговорил с ним. Он поклялся, что не имеет к этому никакого отношения. Я настаивал, но он казался рассеянным и обеспокоенным. Попросил меня уйти. Но, клянусь, я не убивал его. Кто был тот, другой? Другой? Вы сказали, что в краже подозревали еще одного брата. Кто это? Маран. Андре Маран. Он тоже отрицал кражу. А кто их в этом обвинил? Николя Легран. Карим? Вызывай Марана или Грана. Надо их допросить. Сейчас. Похоже, твоя бабушка вывела нас на след. Я бы и сам справился. Комиссар Денис Руаян. Звучит. Нужно привыкать, вдруг она заменит тебя. Да, она кое-что знает об этом деле. И всегда на шаг впереди. Но настолько добра, что заранее предупреждает внука. Знаешь что? Возьми ее фото и приклей вот сюда. Денис Руаян, подозреваемый номер 1. Нормандское чудовище. Да. А лучше сразу арестуй ее. Давай, давай. Доведи свою идею до конца. Так я и сделаю. А ты не смей так со мной говорить. Ризо. Рассказать о нем все, что знаю? Да. Наконец-то. Что? Понял, что я могу помочь. Так что с этим Ризо? Он занимался здесь безопасностью. Я наняла его в 90-х.
Никогда не было проблем. А потом он вдруг уволился, и больше мы его не видели. Ясно. И это все? Нет. Его отъезд совпал с ограблением кассы казино. Я не смогла доказать, что это он. И много украл? 500 тысяч франков. Да? Серьезная сумма по тем временам. Значит, как минимум 2 ограбления. Да, это почему? Его обвинили еще в одной краже. Тоже в казино? Нет. Не могу сказать. Не можешь или не хочешь? И то, и другое. Николя Леграна найти не смог, а Маран в комнате для допросов. Хорошо. Увидишь Анну, скажи, пусть подойдет. Она уже там начала. Правда? Хорошо. Спасибо, Карим. Конечно, я в курсе. Легран может говорить что угодно. Мы с Филиппом ничего не крали. Ничего. Тогда почему он сказал, что пропали драгоценности? Не знаю. Не знаю. Может, он их украл? Такое бывало. А обвинил нас? Думаете, Легран мог убить Ризо? Да, запросто. Без колебаний. Он агрессивен. Когда пришел в братство, жаловаться на кражу, он угрожал. Ну, в общем... Слушай, это правдоподобно. У Леграна были судимости. Насилие, вождение без прав, сопротивление при аресте. И его нигде нет. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Прошу вас. Благодарю. Гийом, смотри, здесь Климан. Присаживайся. Присаживайся. Садись, Климан. Знаешь, вообще-то мы все одинаковые. Семья, друзья, работа. Нет времени поддерживать связь. Знаю. О какой работе речь? О какой работе? Да. Представь, мой дорогой, что бридж-клуб, центр верховой езды и все ассоциации, которые я спонсирую, отнимают все свободное время. Как у тебя казино. Представь, он управляет 3 казино. Как ему удается? Потому что я очень умный. Ее ноги. Мария, подавайте напитки и закуски. Сама приготовила? Чудесно. И портвейн. Несите портвейн. Спасибо, Мария. Ну что, портвейн или шампанское? Мне шампанское. Климан, дорогой, ты здесь. А где малыш Метис? Думал, ты приведешь его? Как раз поэтому и не взял его с собой. Это не изменился. 5 лет здесь не было, и уже хочется уехать. А в чем дело? Это факт. Твой сын Метис. У нас что, больше нет права называть вещи своими именами? А то штраф или даже тюрьма. Произнести слово «карлик» нельзя. Надо говорить «невысокий человек». Гомо, какой ужас. Гей. Даже крыса сказать нельзя. Теперь это грызун. Больше нет стариков, только старшие. Какое лицемерие. В какое время мы живем? А я тебе скажу. В чем твоя проблема, сынок? Ты не предполагал, что женишься на чернокожей? Но скажи, как ее следует называть на твоем политкорректном языке? Я больше не могу это выносить. Просто не могу.
Не волнуйся, я ухожу. Это из-за него мы развелись. Она не могла больше выносить его комментарии. Она ушла из-за него, чертов расист. Он такой, но он любит тебя. Денис, расизм — это не неловкость, пойми. Возможно, ты этого не осознаешь, но своим молчанием поддерживаешь его. Климан, если бы ты знал, как я боролась, чтобы защитить нашу семью. Мы должны заботиться друг о друге. Наш успех сделал нас объектом зависти и корыстной любви. История с твоей матерью. Постой, что ты хочешь сказать? Что она была охотницей за деньгами? Нет, прости, я совсем не то имела в виду. Извини. Я имела в виду, что ее поспешный отъезд заставил всех страдать. В первую очередь тебя. Нельзя бросать детей. Позволишь мне провести день с Полем? Я хочу наверстать упущенное. Не знаю, не уверен. Твоему сыну нужна семья. У него есть семья. Я и его мать. Понимаю. Если бы ты знал, как я любила тебя, ты был таким красивым и добрым. Мне так нравилось гулять с тобой. Ты был моим внуком, моей гордостью. Знаешь, я всегда старалась все исправить. Сперва с твоей мамой, потом с твоей женой. Скажи «да». Скажи мне «да» или я найму адвоката. Скажи «да». Ну, ладно, согласен. Хорошо, но в моем присутствии. Не хочу, чтобы Поль видел деда. Обещаю. Что? Ризо мертв? Думал, вы пришли из-за вождения без прав и наезда, вот и сбежал? Мне очень жаль, месье Легран, но вы здесь по другому, более серьезному поводу. Эй, постойте, я никого не убивал. Да, я угрожал Ризо. Этот ублюдок. Во время поминок он украл драгоценности моей мамы. Это моя сестра их пригласила, не я. Вы прямо обвинили их в краже и угрожали. У нас есть свидетели. Да. И привели свою угрозу в исполнение, убив Ризо. О, не так быстро. Я и правда обвинял их и угрожал, но не убивал. Ладно. Где вы были в ночь убийства? В больнице. Порезался ножом для устриц. Не похоже, что он... Так, нужно позвонить в больницу, проверить его алиби. Ну да. Карим, Да? проверь, что там с больницей. Нет, ребята, не смотрите так. Я не могу каждый день проверять алиби. Сегодня я бастую. Ясно? Меня зовут не Карим Алиби, а Карим Хабиби. Из-за его дурацких шуток я и попросила о переводе в Руан. Ясно. Мне пора. У меня встреча. С моим братом? Да? Вперед, Хабиби. Жильбер. Открыть шампанское? Да, пожалуйста.
Какая ты красивая. Хотел бы провести ночь с тобой. Да? Ну, довольно. В чем дело? Ну? Что с тобой? Это было очень красиво, Климан. Но это в последний раз. Все кончено. Почему ты не пришла в мэрию? У меня было все. Платье. Букет. Потом пришел твой отец поздравить меня. И сказал, что мы можем пожениться, если хотим, но из этого ничего не выйдет. Я никчемная полицейская, а ты старший сын семьи Руаян. Подожди. Это ничего не значит. Все это ерунда. Мы же знаем, каков он. Я 1000 раз спорил с ним. Но в тот день, в тот момент это было для меня чересчур. Ты ушла, бросила меня. Ну а ты? У тебя даже не хватило духа меня вернуть. Ты позволил мне уйти. А теперь у тебя есть ребенок. И не от меня. Поздно. Нет. Не говори так. Прошу. Дай мне еще один шанс. Да, прошу. Нет, я не могу этого простить. Не могу. Алло. Капитан, это Карим. В чем дело? Проверил алиби Леграна, он был в больнице. Драгоценности нашлись в его кабине. Спрятал, чтобы сестра не унаследовала. Ясно, поэтому ты звонишь в 7 утра. Это не все. Звонила жена Андре Марана, ее муж пропал. В последний раз он звонил от церкви Успения. Его машина. Да, верно. Начнем с церкви? Да. Пойдем.
Смотри. Это не самоубийство. На предплечьях следы борьбы. И ты видел его лицо? Его ударили. Итак, у нас есть 2 жертвы, но нет преступника. Думаешь, он что-то видел? Спросим. Извините, месье, вы что-нибудь видели? Что это значит? Не знаю, что он хочет сказать, но здесь крест. Что? Крест. Вот еще один. Да. А вот и 3. Они везде. Думаю, там тоже был один. Вон. Я могу посмотреть? Давай. Так. Вот. Что это? Не знаю. Сдам на анализ. Ну что? Смотри, что нашла. Следы от шин? Да. Возможно, это машина убийцы. Я попросила сделать слепок, но надежды, что идентифицируют, мало. Таких отверстий в стенах церкви несколько. Да? Были и другие? Что это? При строительстве именно в этих отверстиях крепили строительные леса, и впоследствии их использовали для погребальных урн. Да? Хотите сказать, в стенах есть мертвецы? Именно. Мертвецы Средневековья. Их прах захоронен в стенах церкви. Кстати, места, где хранятся урны, помечены красной краской. Именно благодаря этой особенности наш храм привлекает толпы туристов. То, что ты нашел, это человеческий прах? Значит, Маран пришел за ним. За погребальной урной. Но кто-то забрал ее раньше. Привет. Ну что? Кажется, ты права. Надо купить очки. Нет. Ты ведь нашел что-то о Маране. Да, Маран, как и Ризо. Неплохие деньги, хорошее жилье, деньги на стороне. Но все это не благодаря работе. И наследства тоже нет. Это все? Нет, еще кое-что. Да, Карим, говори, не тяни. Маран работал в том же казино. И что? Давно? 30 лет назад, в то же время, что и Филипп Ризо. Так, и что? Моя семья замешана в этих убийствах? Денис всегда подозревала, что Ризо ее обокрал. Но никогда не упоминала Андре Марана. Никогда. А если ее обокрали двое? И оба убиты. В любом случае, совпадение неприятное. Доброе утро. Здравствуйте, комиссар. Это Лила, она стажируется у нас уже 4 месяца. У нее есть кое-что для вас. Когда я увидела фото Ризо на доске, я его узнала. За сутки до смерти он пришел в участок и хотел поговорить с вами лично, капитан. В тот день дежурила я, а вас не было. Хотел поговорить со мной? Еще что-то сказал? Не знаю, но это казалось важным. Он настаивал, и я предложила ему оставить свои данные. Но он ушел. Ризо меня знал? Хотел что-то сказать? Черт. Гранд-отель.
Твой сын такой милый. Я счастлива. Скажи, имя Андре Маран тебе знакомо? Впервые слышу. Уверена? Подумай. У меня нет деменции. Алло. Климан, надо срочно встретиться. Это не по телефону. Но я сейчас с сыном. Может подождать? Я бы не звонил, если бы не было так важно. Ладно, я сейчас. Привет. Ты здесь? Я уже минут 10 ищу тебя повсюду. В чем дело? Присядь. Я оставил поле с бабушкой, беспокоюсь. Говори, в чем дело. Послушай, Климан, мы давно знакомы. Что с тобой? Ты какой-то странный. В чем дело? Говори давай. Лучше сядь, прошу. Садись. Ну вот. Давай, рассказывай. Анализ пепла, который нашли в церкви. Вот только что. Знаю, это человеческий прах, средневековый. Знаю, и что? Да, это человеческий прах. Но не средневековый. Ясно. Тогда какой? Послушай, знаю, это звучит безумно. Но у того, кто кремирован, ДНК наполовину идентичная твоей. Что? Не понял. Наполовину как твоя. ДНК полицейских регистрируется. Часто бывает, что она остается на местах преступлений, и чтобы не тратить время. Знаю. И что? Когда я сравнивал ДНК пепла, она совпала с твоей. И это... Что это значит? Наполовину идентичны. Это прах либо твоего отца, либо твоей матери. Климан, твоя мать не бросила тебя. Она не могла тебя бросить. Она мертва. Думаю, ее убили. Климан, все в порядке? Оставь меня. Постой, что случилось? Ничего, оставь меня. Подожди, я вижу, что-то не так. Давай поговорим. Я с тобой. Нет, ты не можешь быть таким, как я. Что? Я просил дать мне шанс, но не надо. Я не заслуживаю. Что? Погоди. Все будет хорошо. Ты права. Конечно, я такой же, как они. Ты... Я никогда не говорила, что ты такой. Ты совсем не похож на них. Они убили мою мать. Как такое возможно? Я с тобой, слышишь? Я помогу тебе. Пойдем, уйдем отсюда. Идем.
Можно тебе что-то сказать? Я нашла новые доказательства. Помнишь, мы выяснили, что Ризо и Маран вместе работали в казино? Я покопалась и нашла старые фотографии. Смотри. Тогда ходили слухи, что у Денис с ним роман. Ризо был ее сотрудником и телохранителем. Прямо Стефани Монакская и Даниэль Дюкро этих времен. Мне очень жаль, Климан, правда. Она рассказала мне то, что хотела. Я оставил с ней Поля. Ты не мог этого знать. Звонишь ей? Не отвечает. Автоответчик. Едем. Денис всегда говорила, что мама была выскочкой. Что вышла за отца только из-за денег. Вот почему она приказала ее убить. Это сделали Ризо и Маран? Вот откуда у них деньги. Им заплатили за грязную работу. Королева руки не пачкает. И Ризо перед смертью пришел в полицейский участок сказать правду. Да. Но его убил Маран, чтобы тот не болтал. Не понимаю, зачем ей Поль? Не знаю. Не знаю. Должно быть для того, чтобы влиять на меня. Не знаю. Но с тех пор, как я показал ей фото Ризо, она не переставала лгать и манипулировать. Поль! Поль! Что за шум? Это ты, Климан? Мы не ждали. Мадам, не препятствуйте работе полиции. Поль! Где же он? Гийом, где он? Не знаю. Что случилось? Поль! Кто это так кричит? Ты, Климан? В чем дело? Поль здесь? Да, он здесь. Пойдем, милый. Что за шум, черт возьми? Говорил же, не хочу, чтобы ты его сюда приводила. Оставь маму в покое. Хочешь на кого-то сорваться? Отец есть. Почему ты злишься? Я не могла с тобой связаться. Все в порядке. Нет, не в порядке, не в порядке. Но ты не можешь уйти вот так, Климан. Вас вызывают в участок, на этот раз официально, вот. У нас есть вопросы по делу об убийствах месье Марана и Ризо. И еще совет, мадам Руаян. Будьте вовремя, а то арестуем. Осторожней. Вас проводить? Присядь. Да уж постою. Я ведь ненадолго. Это не тебе решать. Ты меня разочаровываешь, Климан. Ты трус. Как твой отец? У тебя даже не хватило смелости вручить мне повестку. Даже со мной, с бабушкой. Ты ведешь себя как ничтожный полицейский. Не пытайся меня задеть. Зачем ты мне лгала? Вы с Ризо были любовниками. Ты была безумно влюблена. Не думаю, что такую страсть забудешь, верно? Мне не в чем оправдываться. Рассказать, сколько мужчин я любила и кто любил меня. Великолепные мужчины, знаменитые. Такова моя жизнь.
Но тебе не понять. Почему же мне не понять? Сколько женщин что-то значило для тебя? Одна? Две? Ты предпочел не жизнь, Климан, а я наоборот. Так что да, я переспала с Филиппом Ризо и забыла о нем. Незабываемых мало, понимаешь? А большинство... Что ты собираешься делать? Посадить меня за это в тюрьму? Сядь, пожалуйста. Сядь, черт возьми! Проклятие. Ты лжешь мне, манипулируешь мной. Взгляни на себя. Я говорю о 3 жертвах. 3 жертвы, а ты хвастаешься своими многочисленными победами. Подождите, капитан. Вы говорите о 3 убийствах. Но в папке, к которой у меня был доступ, их 2. Да, но... Господа Ризо и Маран, Знаю. есть 3-я жертва. Если вы скрываете информацию, я не смогу должным образом защищать клиентку. Умоляю, поверь мне. Чему верить? Какой версии? Когда ты пришел в казино и спросил, знаю ли я Филиппа Ризо, это стало шоком. Эта история очень старая. Но узнав, что он мертв, я вдруг осознала, что эта связь, это приключение было более важным. Более важным, чем мне казалось. В конце жизни мы осознаем, что действительно имело значение, кто действительно тебя любил. Больше не надо лгать друг другу, чтобы двигаться вперед. Видишь ли, мы были из разных миров, Ризо и я. Я не могла бы с этим жить. И однажды он ушел. А что с деньгами? Ты сказала, он украл их перед тем, как уйти из казино. Простое совпадение. Это не смогли доказать. Зачем ты убила его? Я не убивала. Полагаю, на этом мы остановимся. Все просто, капитан. Либо у вас есть доказательства, связывающие мою клиентку с убийствами, либо их нет. Мадам Роян, идемте. Мы их найдем. Мне очень жаль. Ты была права. Она слишком сильна, чтобы сломаться и во всем признаться. Но мы заманим ее в ловушку. Я прослежу за ней. Отдохни, ладно? И вам добрый день, госпожа Ворона. Как вы хороши, как великолепны. А если ваши песни так же прекрасны, как и ваше оперение, вы феникс этих лесов.
Когда ты позвонил, признаться, удивился. Осмелюсь ли спросить о причине визита? Заходи. У меня отличные виски. Хочешь? Нет, спасибо. Ты отказался работать со мной. Наверное, ты был прав. Ты защищаешь себя, своих. Но у тебя есть Гийом. Зачем тебе я? Гийом. Он молодец. Не хочу его принижать. Но ты другой. Да. Ты... Это ты. Я хотел сказать, мне жаль, что я так поступил. Но дело было не в тебе, а в Денис. Она вмешивалась в мое расследование. Это сложно. Ты говоришь о смерти этого Ризо? Она всюду сует свой нос. Никому еще не удавалось ее остановить. Да, потом мои мысли возвращаются к маме. Когда она ушла от нас. Понимаю. Может, нам пора поговорить о ней? Тебе и мне. Возможно, тебя это удивит. Но я все еще влюблен в нее. Никогда никого так не любил. Когда она ушла, я, такой богатый и влиятельный, был уничтожен. В тот день, когда она ушла, ты был с ней, видел ее? Она взяла что-нибудь с собой? Почему спрашиваешь? Мне это нужно. Ведь я ничего не знаю об этой истории. И воспоминаний почти не осталось. Почти 30 лет прошло. Тебе было 8 лет. В тот день, когда мы вернулись с прогулки, ее уже не было. Как она могла так с нами, особенно с тобой? А ты знал того, с кем она ушла? Нет, откуда? Никому не желаю пережить такое. Особенно ребенку. Я очень хорошо представляю, что тебе пришлось пережить. Да, говорят, что я бессердечный человек, но... Порой жизнь заставляет играть роли, которые нам не предназначались. Зачем? Защитить себя, например. Имея такую мать, как Денис. Да ладно. Я старею, скоро умру, обо мне никто не пожалеет, и ладно. Так какой же смысл? Ну да, ты прав, да. Какой тогда смысл? Ну что? Был у отца. Ну и? Он тоже жертва, Денис. Такая бабушка нормально, но как мать. Капитан, кое-что о твоей бабушке. И что? По словам свидетельницы, у Денис с твоей матерью вышла ссора. Денис дала ей пощечину. Попытайтесь установить связь между Денис и двумя смертями. Договоренности о встрече, звонки. Нет, нет, это уже сделано. Мы ничего не нашли. Но перехватили звонок Денис ее банкиру. У них встреча через полчаса. Она хочет что-то забрать из своего сейфа. Это явно улика, связанная с убийствами. И она хочет... Наверняка хочет ее уничтожить. Все, я поехал.
Черт. Стой! Стой! Оставайся в машине! Не двигаться! Не двигаться! Денис, выходи! Что еще тебе нужно? То, что взяла из сейфа. Что с тобой? Подожди. Хватит играть со мной. Не двигайся. Думаешь, ты единственный убийца в семье? Ты всегда говорила, что в моих жилах течет твоя кровь. Хочешь проверить? Что ж, давай проверим! Ты обезумел. Маран и Ризо, ты заплатила им за грязную работу, а потом убила, чтобы не болтали. Ты спятил. Признавайся! Совсем спятил. Денис, отдай мне то, что взяла в банке. Живей! Успокойтесь. Стоять, не с места. Я подарила ее твоей матери. Клянусь, в конце концов, я приняла ее в семью в знак своей доброй воли. Она обожала ее. Единственное украшение, которое она носила. Я забрала его из банка, чтобы подарить тебе, сделать приятно, а ты паршивец. Я уже не та. Я устала бороться. Вечно бороться за сохранение всего, что построила. Я родилась бедной, ничего не имела. И все эти люди, которые завидуют и пытаются занять мое место. Ответь. Да, Анна. Получила результаты следов, оставленных у церкви. Особые шины для коллекционных автомобилей. Твоя бабушка ездила туда. Ясно. А теперь, Денис, хватит дурачиться, говори правду. В четверг, в день смерти Марана, где вы с Лораном были? В четверг? В четверг мы не встречались. Четверг мой выходной. Кто брал машину? Гийом, кто же еще? А что? Проклятие. Климан! Слезь с коня. Ну что? Суперкоп поймал суперзлодея. Браво! Мои поздравления, Климан. Докажешь всем, что я неудачник. Браво. Гийом, идем со мной, я тебя прошу. Смешно. Посмотрите на него. Это Климан, мой брат. Вы его не знаете? Красив, правда? Он красив, мой брат. Всем нравится. Даже папе. Слышал, как вы говорили за моей спиной. Ты даже не заступился за меня. Ругаешь, а нравится быть его любимцем. В последний раз прошу. Это приказ. Прошу, слезай, Гийом. Ты уже говорил мне это. Спустись, черт возьми! Слезай! Ах, черт!
Маран шантажировал папу. Почему? Меня удивил один их разговор. Маран требовал денег за молчание. Очевидно, у них был общий секрет. Я думал, там история о коррупции в мэрии из-за разрешений на строительство или лицензии на игры. Папа отказался рассказать. Сказал, что сам разберется с шантажом. Но почему ты это сделал? Зачем пошел убивать Марана? Спроси у него. Что? Климан знает, как понравиться другим. Да, Климан. Что сказал папа? Я ведь не такой. Да. Не волнуйся. Я и так знал, как он ко мне относится. Вот почему ты оказал отцу такую услугу. Пошел убивать шантажиста, чтобы отец тебя оценил? Считаешь глупо? Гийом. Лучше не придумал. Может, ты защищаешь его? Мне нечего защищать. Все было так. Надо было просто оставить портфель с деньгами в церкви. Когда я приехал туда, он стоял передо мной с урной. Я не понял про урну. Попросил объяснить. Просто хотел знать правду. Узнать их секрет. Эти секреты в итоге нас и убивают. Так. И что? Ну вот. Он рассказал мне, как умерла твоя мать в тот день, 30 лет назад. Однажды твоя мама объявила папе, что хочет его бросить. Ты же знаешь папу. Гордый, взбешенный. Да и выпил еще. Он сжал ей шею так сильно, что сломал ее. Она умерла мгновенно. Сожалею. Начальник службы безопасности слышал ссору, но не успел вмешаться. Филипп Ризо. Да, это был он. Он был любовником Денис. Любил ее. И чтобы защитить, ничего ей не сказал. Денис ничего не знает. Ризо все держал в себе. Потом они с коллегой Андре Мараном избавились от тела, сожгли и поместили пепел в урну. Филипп Ризо хотел предупредить твоего брата. Маран пытался его отговорить, и именно он убил Ризо. Потом я запаниковал и повесил тело на балку, чтобы... Запаниковал, и все. Она... Где она? Урна. Твоя мама всегда говорила папе, что больше всего любит море. Так что сюда я и высыпал прах. Прости меня. Прости.
Закуски не желаете? Спасибо, месье, уже сыт. Они вкусные. А где же Гийом? Он придет? Даже не знаю, где он. За весь день никаких известий, даже маме не позвонил. Нахал. Такой обаятельный, я бы его у вас украла. Да, мне часто это говорили, знаю. Я очень-очень им горжусь. Хотя думаю, что мы слишком его баловали. Правда, милый? Климан, проходите. В чем дело? Климан, в чем дело? Забирай меня и покончим с этим. Нет, что же это? Климан, ты арестуешь отца? Заткнись, пожалуйста. Я уже много лет не могу тебя слышать. Ты просто кошмар. Твою маму я любил больше всего на свете. Я не лгал. Так всегда говорят мужья, убивающие жен. Это называется феминицид. Сын и внук в тюрьме. Хуже и быть не могло. К счастью, у меня есть ты, Климан. Знаешь, я знаю, что ты меня любишь. Я тоже всегда тебя любил. Ты всегда была рядом, и все же... Отчасти это и твоя вина, тебе не кажется? Да? Климан, я напомню тебе, что главная жертва здесь я. Мой родной сын украл деньги казино, чтобы купить молчание Рисо и Марана. Да, твои деньги. Опять твои деньги. Климан. 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 Что ты делаешь? Заполняю документы на перевод. Все готово. Вот. Хотел подарить тебе. Что это? Почему ты даешь это мне? Потому что я хотел бы, чтобы ты ее носила. Тебе пойдет. Не знаю. Что ты хочешь сказать, Климан? Скажи. Я хотел бы уехать с тобой. Хочу остаться с тобой, не хочу покидать тебя. Чтобы мы были вместе. Хорошо. Хорошо. Денис, черная или красная? Черная. 17 нечетная черная. Вот так.